Вот я отделила желтки от белков. В белки добавляю 40 граммов сахара. Взбила белки, начинаю взбивать желтки. Добавляю 40 граммов сахара и взбиваю желтки. Желтки взбиты, вот они побелели, сахар растворился. Аккуратно ввожу в желтковую массу белки. Все белки отправляю в желтки. И аккуратно сверху вниз перемешиваю лопаткой. Взбивать эту массу миксером уже нельзя, иначе она осядет и бисквит у вас не поднимется. Разрыхлитель в этот бисквит не добавляю. Подъем будут осуществлять взбитые белки. И на этом этапе добавляю 50 граммов муки. 50 граммов муки, у меня уже просеянная мука. Сразу всю добавляю. И также аккуратно сверху вниз вмешиваю муку в яйца. Это количество бисквита рассчитано на формы размером 16 сантиметров или 18 сантиметров. Но я буду выпекать в двух формочках. У меня вот такое кондитерское кольцо 10 сантиметров и 8. Я вот так застелила бумагой дно, чтобы из формы не вытек бисквит. Приподняла немножко бумагу для выпечки. И теперь отправляю сюда тесто. Чуть побольше в это кольцо. Бумагу и бока формы не смазываем ничем, ни растительным, ни сливочным маслом. Потому что у вас бисквит должен подниматься. Когда поднимается, он цепляется за бока формы. Поэтому форма не должна быть скользкая. Бока формы не должны быть скользкие. И теперь еще одна тонкость при выпекании бисквита именно для тирамису. Один такой маленький секретик. Теперь сверху бисквит вам нужно посыпать сахарной пудрой. Для того, чтобы была хорошая такая вкусная сахарная корочка потом на бисквите. Этого будет достаточно. И бисквит сразу отправляется в разогретую до 180 градусов духовку выпекать. Минут на 20-30, но это в зависимости от вашей духовки. Пока выпекается бисквит тирамису, делаю крем тирамису. Заварную его часть. Беру яйцо, 50 граммов сахара, перемешиваю. Добавляю цедру лимона, буквально чайную ложечку, столовую ложку крахмала и ванилина обязательно добавляем, где-то пол чайной ложечки. Перемешиваю. И крем у меня будет на молоке. Добавляю 300 граммов молока. И отправляю крем на плиту. Как только поставили крем на плиту, нельзя отходить от крема. Нужно постоянно его помешивать, пока крем не закипит. Для того, чтобы крем не пригорел, чтобы он не был испорчен. Крем закипел. Я сразу выключаю газ. Но продолжаю помешивать крем. Потому что он еще продолжает вариться. Крем готов. Равномерный такой получился, заварной. Теперь нужно крем охладить до комнатной температуры. Заварная часть крема остыла. И я беру творог. 200 граммов творога. Творог у меня будет вместо сыра маскарпоне. Можете добавлять сыр маскарпоне, если у вас есть такая возможность. Но у меня на данный момент нет сыра. И теперь пробиваю блендером. Пробила творог заварной частью крема блендером. И результат мне не понравился. Видите, мелкие крупинки образовались от творога. Как это исправить?
через сито протереть небольшими порциями. Сливочное масло 75 граммов. Начинаю взбивать сливочное масло до бела, а затем постепенно буду добавлять заварную часть. Теперь крем отправляется в холодильник на то время, когда я буду работать с бисквитом. Бисквиты с сахарной корочкой для тирамису у меня уже давно готовы. Они испеклись, остыли. Бисквит у меня разрезан, готов к сборке. Я сварила чашечку кофе натурального. Надо дать ему остыть обязательно до комнатной температуры. И этим кофе я буду пропитывать бисквиты. И последний штрих. Я нарезала шоколадку, пока она еще была холодная из холодильника. Вот так мелко настрогала. И теперь украшаю сверху. Тортик тирамису готов. И отправляется в холодильник на ночь. Тирамису постояла ночь в холодильнике. И сейчас мы его будем пробовать. Очень нежный бисквит. Тирамису получился очень вкусный. Нежный, пропитанный кофе бисквит с какао, с кремом. Ну просто восторг. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Без печенья савоярди, без маскарпоне, он не теряет своего изумительного вкуса тирамису.